Что меня поражает? Значит, вот он приезжает в Цфат. Город полный высокой еврейской культуры. Но начинает он свою книгопечатную деятельность, кстати, скажу наперед, и продолжает, с издания сочинения «Мальчишки». Вы не поверите, вот этому автору в момент издания его сочинения «Ле Кахтов» было 18 лет. «И прибыл я с миром на святую землю, сюда, в Цфат, что в Верхней Галилее, в будний день праздника Суккот, 5363 года». Это осень 1602 года. «И нашел я в Цфате святую общину, ведь это город великий у Бога, полный всякой мудрости и знания. И в нем примерно 300 раввинов, все благочестивые и деятельные, хасидим ве аншей маасе. И нашел я в Цфате 18 ешив, 21 синагогу и большой дом учения, где примерно 400 детей и отроков и 4 меламеда, которым ученики за учебу не платят, ибо есть богатые люди в Константинополе, которые оплачивают труд этих учителей и их одежду из года в год. Во всех синагогах сразу после вечерней и утренней молитвы собирается вся община, и сидят они перед раввинами, разделившись на 5-6 учебных групп во всех синагогах. И прежде чем покинуть синагогу, каждая группа учится. А в субботний день весь народ идет слушать проповедь из уст мудреца. Это фрагмент из письма рабби Шломо Шломеля из Моравии, которое он послал из Цфата 24-го Тамуза 5367 года, то есть 29 июля 1607 года. Вообще, надо сказать, что у нашего рабби Шломо Шломеля был очень зоркий взгляд. И писал он не только о высоком, не только о синагогах и учениках, а писал он и о ежедневной бытовой жизни Цфата того времени. И вот послушайте, я вам сейчас прочту кусок, я только буду опускать цены, но поверьте мне, все, что он перечисляет, там очень дешево. «Мы покупаем чистую, как солнце, пшеницу, и оливковое масло, и кунжутное масло, сладкое, как мед, с божественным вкусом. И вино, и пчелиный мед, и виноградный мед, и изюм, а также сушеные смоквы, курица и яйца очень дешевые. Баранина хорошая, нежная и жирная. И у каждого барана сзади круглый кусок сплошного жира. Рис дешевый, и разные виды бобовых и чечевица, каких вы не видели, со вкусом, как у орехов. А также самая разная еда, которую едят с хлебом, и отличные овощи, которых вы никогда не ели. И они неизменно круглый год, летом и зимой, почти даром. И это кроме замечательных фруктов, плодов рожковых деревьев, апельсинов, лимонов, дынь и красных арбузов, тающих во рту, как сахар. И кроме огурцов, кабачков, тыквы и прочих разнообразных плодов. Кроме того, здоровый и чистый воздух и здоровая вода продлевают жизнь человека. Поэтому большинство живущих здесь, почти все, продлевают жизнь свою до 80, 90, 100 и 110 лет. Вот ведь как. Итак, друзья мои, вы уже поняли, мы с вами сегодня в Верхней Галилее,
в благословенном городе Цфате, или по-русски Сафеде. Это город относительно не древний, во всяком случае он не упоминается в Библии, но тем не менее он уже упоминается и у Иосифа Флавия, и в Иерусалимском Талмуде, в частности, говорится, что там разводили костры, которые сообщали о приближении какого-либо события. И он часто упоминается в еврейской литургической поэзии VI-VIII века нашей эры, естественно, и является одним из 4 святых городов Эрец-Исраэль, наряду с Иерусалимом, Хевроном, Тверией и вот Сафет или Цфат. Самый расцвет культурной жизни, религиозной жизни, ну вообще самый, скажем так, расцвет этого города пришелся на XVI век. То есть наш автор письма уже как бы немножко опоздал, несмотря на то, что все еще было дешево, но вот уже такого культурного ренессанса не было. Это было время заката. А культурный ренессанс Цфата – это действительно XVI век. Я вам перечислю только несколько, ну, с моей точки зрения, самых главных раввинских авторитетов и создателей знаменитой цфатской каббалы, школы каббалы, которые вот в XVI веке там жили. Ну, начнем с самого главного. Это, конечно, Иосеф Каро, автор последнего великого галахического кодекса Шульхан Арух, который был написан именно в Цфате и в 1554 году. А сам Каро жил в Цфате с 1536 года до своей кончины в 1575 году. Его знаменитый ученик Моше Кордовера, который был и главой Ешивы, и даяном, то есть судьей, и представителем цфатской школы каббалы, и очень знаменитым комментатором книги Зогар, то есть главного каббалистического сочинения. Это, конечно, Ицхак Лурия, создатель нового направления каббалы, которое так и называется, лурианская каббала. Он вообще-то жил в Египте и учился в Египте, и жил в Египте, и был такой отшельник. Вот в Египте ему явился кто-то, наверное, ангел, и сказал, что он должен переселиться в Цфат. И он переселился в Цфат и стал там вот учеником Моше Кордовера. К сожалению, прожил он там недолго, он, по-моему, в чуму там умер. Но, тем не менее, лурианская каббала ассоциируется только с Цфатом. Шломо Аль-Кабец, очень знаменитый каббалист и раввин, и, главное, сочинитель гимнов, его религиозных гимнов, пиютов. Его гимн «Леха доди ликрат кала», «Выйди, возлюбленный мой, навстречу невесте», то есть субботе, известен практически всем. Мы, кстати говоря, его упоминали, когда говорили о возникновении книгопечатания в Испании и Португалии, может быть, вы вспомните. Ну, последний, кого назову, это Хаим Виттель. Это каббалист и поэт, ученик Ицхака Лурии, который стал, в общем-то, после смерти Лурии выдающимся и ведущим каббалистом Цфата. Для нас, помимо всего прочего, очень важен вот такой книговедческий аспект. Значит, у него хранились сочинения его учителя, Ицхака Лурии. Он их никому не показывал. Это были секретные сочинения. И вот он заболел, и подговорили его ученика, или его ученик даже, по-моему, подговорил его брата выдать на очень короткий срок, пока тот болеет, на 3 дня вот эти сочинения с ними познакомиться. И как только он их получил, он нанял, как сказано, 100 писцов, которые за 3 дня переписали все вот эти сочинения. И у нас появилось 100 копий. Это как раз вопрос о том, который мы все время дискутируем. Были ли у них скриптории у евреев? Существовала ли практика того, чтобы можно было без книгопечатания создать тираж какого-либо произведения? Вот сели 100 писцов, переписали, смотрите, 100 копий появилось. Это такой скрипторий на 3 дня. Но, тем не менее, мне кажется, это интересно, значит, интересный факт. И вот все это 16 век. Поэтому совершенно неудивительно, что именно в 16 веке
появляется и книгопечатание. То есть книгопечатание в Святой Земле появляется именно в городе Цфате. И печатник этот приезжает туда из Европы. Мы его знаем. Мы знаем, что он сначала работал в Праге. В Праге у него не очень что-то получилось, и он перебрался в Люблин. Значит, мы с вами, как вы помните, и про Прагу говорили, и про Люблин говорили. И в Люблине он работал довольно долго, вообще 18 лет. И работал он там уже с сыном своим, потом с внуком своим и печатал книги. Однако очевидно, что ситуация изменилась, и надо было уезжать из Польши или вообще из Европы, я не знаю. И вот самая последняя книга, я вам хочу показать ее титульный лист, она называлась «Сефер Пахат Ицхак», «Боязни Исаака». Она была им напечатана, значит, в Люблине, и вот там во-первых, посмотрим давайте на нее, потому что вы увидите, что эти шрифты и даже вот эта рамочка, они появятся и дальше в его издании в Цфате. То есть он смог не просто уехать, а он смог вывести с собой, во всяком случае, часть типографского оборудования. Но в предисловии к этой книге он пишет так. Прочту и на иврите, и в русском переводе. יען שבעוונותינו הגלות מתגבר עלינו, והאויב פיו פוער, והזמן הולך וסוער, והצרות באות мухпалот. Из-за наших грехов изгнание, галут, все усиливается, и враг разевает свою пасть, и время становится все тревожнее, и беды приходят многократно помноженные. Ну вот, очевидно, здесь как бы завуалированно описана та ситуация, которая заставила его покинуть Европу, и он отправился в Святую Землю. Это было совсем непростое путешествие, как вы понимаете. В то время, видимо, через Константинополь, вот он как-то туда добрался, поселился в Цфате и работал в Цфате 10 лет, с 1577 по 1587 год с перерывом. Мы знаем, по крайней мере, хочу подчеркнуть, что именно мы знаем, что он напечатал 6 книг. Возможно, их было больше, но до нас дошла вот информация о 6 изданиях. Первая книга, которую он напечатал, называлась «Леках Тов». Это комментарий на библейскую книгу «Руфь» раввина Йом Това Цагалона. Этот раввин, уроженец Цфата, из сефардской раввинской семьи, был учеником рабби Йосефа Каро. Что меня поражает? Значит, вот он приезжает в Цфат, город полный высокой еврейской культуры, но начинает он свою книгопечатную деятельность, кстати, скажу наперед, и продолжает, с издания сочинения «Мальчишки». Вы не поверите, вот этому автору в момент издания его сочинения «Леках Тов» было 18 лет. И я вот так поискал, может быть, я что-то не нашел, но вообще мне показалось, по моим поискам, что он самый молодой автор, которого издали при жизни в 15 или в 16 веках. То есть мальчик сидит в Цфате, и первая книга, которая появляется в этом городе, это его произведение. Там, кстати, очень интересно обозначен год издания. Вообще год всегда он обозначал стихами библейскими. И здесь стих «Адонай хее озерли лифрат катан». «Господи, будь мне помощником». Это получается 5337 год от сотворения мира или 1577 год. Еще раз подчеркну. Самый молодой автор, которого вот я знаю. Следующая книга, которую он издает, это тоже комментарий к библейской книге, книге Экклезиаста, такого раввина Моше Галанти. Она называется «Кохелет Яаков». Вот обратите внимание на вот эту рамку, да? Обратите внимание на шрифт. Тут даже не надо как бы специальных знаний, чтобы понять, что это продолжение вот этой люблинской его традиции. Да?
Вот они очень похожи, они, кстати, и по масштабу книги похожи, и по размерам и так далее. Он был он тоже каббалист, раввин, он вообще прожил в Цфате всю жизнь, умер в глубокой старости после 1612 года. Вот, и этот комментарий, он очень написан в духе Каббалы, в духе книги Зогар. Вот тоже такая книжечка. Тут у нас начинается некая загадка. Значит, печатник Элиезер бен Ицхак Ашкенази приехал к нам из Европы. Очень хорошо. Вот начиная с этой второй книги, он печатает ее вместе с издателем. Появляется как бы издатель, которого зовут Авраам бен Ицхак Ашкенази. Казалось бы, такое совпадение, да еще где-то в далеком Цфате, может быть, они братья. Но нет, они, конечно, не братья, они однофамильцы. И не только потому, что мы знаем про этого Авраама бен Ицхака Ашкенази, что он давно жил в Цфате, а это просто очень хорошо видно по колофону. Колофон такой: «Нидпас аль-едей ханавон, харав Авраам бен Рабби Ицхак Ашкенази, ועל-ידי אליעזר בן רבי יצחק זכר צדיק левраха Ашкенази». Напечатано мудрым Авраамом, сыном Раби Ицхака Ашкенази, и Элиезером, сыном Раби Ицхака, да будет память праведника благословенна Ашкенази. Иными словами, имя отца-печатника Элиезера Ашкенази указано с благословением усопших, что естественно, потому что мы знаем, что он уже пожилым человеком, собственно говоря, в Цфат и приехал, что он до этого работал и с сыном своим, и с внуком своим. То есть это логично, но вот то, что это появляется только здесь, показывает, что это, конечно, разные люди. Еще очень симпатично, если вы помните, я и в прошлой лекции обращал на это внимание, и здесь хочу обратить внимание, видимо, это была такая общая практика, как здесь обозначен месяц Элюль. Посмотрите, он обозначен цитатой из песни песней. «Ани ле доди, ве доди ли». «Я для возлюбленного моего, а возлюбленный мой для меня». И год обозначен очень красивой, длинной цитатой из книги Малахии, из пророка Малахии. Вот смотрите, какая она красивая. И в этой цитате, сейчас покажу, прочту ее, еще слово, буквы которого надо сосчитать, выделено двумя точками. Шнат хинени шолеах лахем эт Элияху ханави лифней бо йом Адонай хагадоль веханора вехешив лев авот аль баним велев баним аль авотам. Вот я посылаю к вам, и слово «посылаю» выделено, именно его буквы мы и считаем, Илию пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их. Это очень красивая фраза, советую вам ее запомнить и детям своим говорить или самим вспоминать. Я очень люблю вот это вот обращение, когда в день реального суда дети должны перестать с родителями вообще-то как-то выяснять отношения, говоря современным языком. Следующая книга – это «Сар Шалом», это каббалистический комментарий на «Песнь песней», который написал тоже, естественно, каббалист и раввин Шломо бен Ицхак Йом Тов Ариполь, который жил тоже в XVI веке. Вот эта книга, здесь, кстати, очень хорошие уже шрифты появляются, квадратные, но тем не менее как раз в этой книге вкралась такая досадная, что ли, типографская ошибка. Я не первый, кто ее заметил, это известная вещь, что здесь один и тот же лист пропечатан два раза, а именно на листе 56Б и на листе 59Б напечатан один и тот же текст. А продолжение текста с листа 56Б появляется на листе 60А. Ну вот, пожалуй, давайте посмотрим еще на вот этот лист, который
появляется дважды на лист 56Б, и поверьте мне, что точно такой же он будет и вот текст на листе 59Б. Здесь, кстати, не знаю кто, но карандашиком это пометил вот в верхнем углу, так что это не мое открытие. И вот они создают два этих самых чудесных ашкенази, печатают 3 книги. Все 3 книги – это комментарии, да, к библейским книгам, написанные в духе Каббалы, так или иначе жителями Цфата и их современниками. Дальше они куда-то исчезают на несколько лет. Видимо, вообще исчезают, считается, что в Константинополе, но никаких таких доказательств нет у нас. И появляются снова в 1587 году. В 1587 году Элиэзер Ашкенази издает еще 3 книги. 2 из них – это сочинения выдающегося поэтана, то есть литургического поэта, и давайте скажем шире, выдающегося поэта Исраэля бен Моше Наджары, который родился в Дамаске в 1555 году или около того, и умер в Газе в 1625 году, много-много лет был главным раввином Газы. Но пока перед нами в 1587 году это относительно молодой человек, который пишет совершенно замечательные стихи. Он их очень рано начал сочинять. Он очень необычно придумал. Вы понимаете, вот этого никто до него никогда не делал. Он не только использовал квантитативную метрику, которую использовали, например, еврейские поэты в Сефардах, в Испании, в Португалии, но он как бы указывал ритмы, в которых надо читать эти пиюты, эти литургические гимны, в соответствии с ритмами, которые были приняты в арабской и в турецкой поэзии. И каждый раз он указывал перед стихотворением, какая здесь должна быть мелодия, как их читать. Я, конечно, этого прочесть не могу, но меня вот это вообще очень многих в тот момент обидело, если это слово правильное. Значит, многие раввины были возмущены, что он пишет о Боге, пишет очень высокие гимны, но все время их как бы замыкает на поэтическую культуру народов, среди которых мы живем, и турецких, арабских и так далее. И не просто замыкает, а указывает на это. А ему казалось, и мне тоже кажется, что это абсолютно удивительно здорово придуманная вещь. Вот, а теперь я хочу постараться рассказать вам как бы личное, что ли, поделиться. Смотрите, почему для меня безумно важно вот то, о чем я сейчас буду рассказывать. Значит, 70-е годы, Ленинград, Советский Союз. Молодые люди пытаются найти каким-то образом вернуться к своим корням или начать изучать иврит. И я среди этих молодых людей. И мы ищем любую возможность услышать вот этот самый живой иврит, который до нас каким-то образом через границы доносится. И мы знакомимся, и я знакомлюсь с творчеством такого, его называли поющий американский раввин Шломо Карлебаха. Шломо Карлебах был невероятно популярен. Он каким-то образом нашел какой-то путь вот к сердцам этой русской молодежи. Во-первых, он смог в 70-е годы сюда приехать. Сюда я имею в виду в СССР. Я не помню, в какой город. Он после этого своей поездки он включился в борьбу за советских евреев активнейшим образом. Он был вот один из лидеров этого движения борьбы за то, чтобы евреев отпустили из Советского Союза. И он пел. Для меня, я вот для себя считал, что он такой еврейский Высоцкий. У него был такой же хриплый баритон, он пел под гитару, он пел псалмы, он пел всякие библейские цитаты, взятые из контекста библейского молитв и так далее. И главное, ну, может быть, не главное, но я очень запомнил, что он пел один гимн на арамейском языке.
Я совершенно не знал даже, что это очень популярный гимн, это, который вообще-то даже ашкеназы поют или читают во время субботней трапезы. Но я вот его помню именно в исполнении этого самого, этого баритона под гитару. Назывался он так: «Я рибон алам ве алмайя, андху малька мелех мальхая». Господь, владыка мира и миров, ты царь всех царей. Значит, этот гимн написал как раз Наджара, Исраиль Наджара. И для меня это было первое знакомство с арамейским языком. Я очень хотел, я знал уже и читал арамейский, библейский, но вот мне попался брачный контракт дедушки с бабушкой моих, написанный на арамейском языке, и вот этот гимн. И я пытался разобрать слова, я его много раз слушал. У меня вот он прямо звучит, как какой-то, я не знаю, как какой-то мостик или какие-то ворота, которые открылись для нас всех или открывались благодаря этим песням. Так вот, «Пасмурный Ленинград», гимн на арамейском языке, а напечатан он был впервые при жизни автора в Цфате именно вот в этом году. И назывался он «Змирот Исраэль». «Змирот Исраэль» – это сборник в основном пиютов, но и таких стихотворений, которые не всегда можно отнести к пиютам, как раз изданы в Цфате нашим с вами Элиэзером Ашкенази. То есть для меня эта книга очень важна. Я хочу показать вам, как он выглядит, этот гимн, именно в этом издании. Вот посмотрите, он начинается внизу, причем, смотрите, там до него очень маленькими буквами написано, как об этом говорят арабы. Вот арави, вот есть слово там, значит, потом начинается сам вот этот гимн, и он идет на этой странице и завершается он на следующей странице. Его последние слова, это не последняя строчка, там еще идет кусочек библейского иврита. А вот его последние слова – это «Визамрун лах ширин верахашин бирушалаим карта де шуфрая» «И воспоют тебя песнями и восхвалениями в Иерусалиме, граде красоты». Давайте еще раз посмотрим на титульный лист, потому что там тоже очень интересно обозначен год. Это маленький фрагмент из 33 стиха 119 псалма «Веэцрена экев». Я буду держаться до самого конца. А сам стих, если весь его взять, это «Укажи мне, Господь, путь уставов твоих, и я буду придерживаться или сохранять эти уставы до конца». Вот, еще мы можем посмотреть на колофон этого издания. В самом низу, вот в колофоне опять написано, что книга была напечатана в Верхней Галилее и указан в конце год по малому счету. Вот, друзья мои, это, значит, самое главное для меня, во всяком случае, издание из Цфата. Потом еще они издали второе сочинение, это такая, ну что ли, дидактическое сочинение, можно сказать, «Месахекет бетевель» оно называется, «Веселясь по земному кругу». Это тоже стих из книги притчи. Это такая, вот как я сказал, такое, можно сказать, теологическое и нравственное сочинение о бренности жизни, которое тоже написал достаточно молодой человек. И последнее еще они издали один мидраш, который называется «Барайта де Раби Элиэзер». Все. На этом история книгопечатания в Цфате очень надолго завершается. Буквально на несколько веков. И давайте подведем итог. Смотрите, что у нас получилось. Мы знаем 6 книг. Среди этих 6 книг нет ни одного сочинения вот тех столпов иудаизма и столпов и основателей каббалы, лурианской или цфатской каббалы, как хотите, которых я перечислил в самом начале. Для меня это в некотором смысле загадка.
Мне непонятно, почему они не использовали вот эти классические сочинения. Но я для себя думаю, что вот что могло произойти. Я даже где-то про это читал, не могу вспомнить где, что вообще идея была другая. Идея была, что община Цфата вообще-то живет на те деньги, которые она собирает за границей, да, среди еврейских общин Европы, Востока и так далее. Вот шлихим посылают, и они эти деньги собирают. И им важно привести с собой какие-нибудь книги вот в данный момент живущих и пишущих авторов из Святой Земли. И идея была такая, что не важно, что там напечатано, важно, вот как они прочтут слово «цфат», Галиль Хаэльон, Верхняя Галилея, как они почувствуют, что торгуют как будто воздухом Святой Земли, то, соответственно, увеличат свои дотации на содержание этой общины. Это предположение, я не знаю почему, но факт остается фактом. Исчезает наш печатник, Элиэзер Ашкенази неизвестно куда, и книгопечатание замирает на несколько веков. В 17-18 веках никакого книгопечатания нет. Книгопечатание появляется снова именно в Цфате, там же, в начале XIX века. И печатник приезжает из Российской империи, из города Бердичева. Зовут его Исраэль Бак, и я о нем еще скажу в следующей лекции несколько интересных вещей, но тем не менее, начал он печатать книги в Цфате, но потом ситуация изменилась. Было знаменитое землетрясение в Цфате, которое унесло жизни почти всей еврейской общины. Были какие-то погромы, налеты. Он перенес типографию в какое-то маленькое местечко недалеко от Цфата, но потом в результате переехал в Иерусалим, где, очевидно, казалась ситуация более надежной, что ли. И вот в 1841 году в Иерусалиме была напечатана первая еврейская книга, сочинение «Седер Аводат Хакодеш». Вот, посмотрите титульный лист этой книги. Кстати, наверху симпатичная вот эта знаменитая аббревиатура «Зехашар ла Адунай цадиким яво уво». Да, это врата Господа, и праведные смогут войти в него. Это такая книга как бы в каббалистическом духе, написанных тоже правил поведения. Но автор ее, знаменитый Хида, Хаим Йосеф Давид Азулай, для нас очень важен еще и потому, что он был вообще первый настоящий профессиональный библиограф, составивший библиографию еврейской книги Шемот Гедолим. Но, друзья мои, это все-таки уже другие века и другая история. Пока, мы можем сказать, существовало книгопечатание в Святой Земле, в Цфате, в XVI веке, недолго, 6 книг нам известно. Потом, как говорят молодые, гэп большой, и в XIX веке уже возобновилось это книгопечатание снова в Цфате, но потом и в Иерусалиме. И через пение Карлебаха и ленинградских молодых людей, или через бердичевского типографа, но так или иначе, мы с вами логически переходим к нашей последней теме, к возникновению книгопечатания в Российской империи. Надеюсь, в следующую лекцию мы встретимся и об этом поговорим. Большое спасибо.